Hello, brothers! У нас сегодня в гостях наша постоянная пациентка, но хочу отметить не по болезням, а по тюнингу. Это Z4 в E89 кузове с Николай 54 двигателем, 306 лошадей в стоке. Базовая задача по данному автомобилю — это увеличение мощности на плюс 100, 100, 500, 100, 500... лошадиных сил, это то бишь Stage 2 в среднем. Для чего необходимо улучшение производительности впуска и выпуска. В предыдущих видео, кто смотрел, мы занимались улучшением выпуска, мы ставили даунпайпы. Почему необходимо ставить именно даунпайпы, а не просто вырезать катализатор из штаток, я там тоже объяснял. А сегодня у нас второй этап, это установка усиленного интеркулера с повышенным объемом рабочим и также установка чардж-пайпа, также усиленного, который не будет рваться при надуве плюс 100-150 лошадиных сил, как это обычно происходит со штатными чардж-пайпами. Сегодня мы пойдем от обратного, потому что владелец данной Z-ки уже заочно чипанул ее и установил внешний блок GB4 в основной короб, где у нас хранится основной блок управления двигателем DME. В простонародье GB4 еще также обзывают жабой. Особенность данного блока в том, что его функционал позволяет играть с топливными картами и регулировать степень надува самой турбины. То бишь мы можем управлять мощностью двигателя, так сказать, не отходя от кассы, так как все управление у нас выведено на рулевое управления. И в принципе можно даже включить штатный режим, вернуть обратно в сток 306 лошадей, к примеру, если вы решили передать свой автомобиль своей любимой бабушке, чтобы у нее не остановилось сердце. Но на самом деле, несмотря на все ее плюсы, лично мы не сторонники установок таких вот внешних блоков, так как они могут лагать, их очень любят часто криво ставить, и это по сути определенная обманка, которая может вызывать дополнительные лаги в работе самого двигателя. Но это, в общем, отдельная тема. Мы рекомендуем все-таки чиповать программным вмешательством непосредственно в сам блок, менять топливные карты, настраивать. Так, поехали дальше. Теперь посмотрим на наши запчасти, с которыми мы будем сегодня работать. Это, соответственно, интеркулер с повышенной производительностью. У него объем в 2 раза больше практически, чем у штатного кулька. И это усиленный чардж-пайп армированный. Тут, кстати, есть даже у нас отверстие под метанольчик. Вот. Также сегодня мы будем подкидывать впускной коллектор и заменять ТНВД. Это насос высокого давления. Помимо насоса высокого давления, как вы знаете, у нас есть еще насос низкого давления. С помощью определенных манипуляций по диагностике мы выявили, что он не докачивает свои 50 бар. Он минимум должен качать примерно 45 бар. Сейчас у нас показывает 43 бара. Теперь немного рекламы. Кулек и пайп, который вы сейчас видите на столе, имеются у нас в продаже по наличию. И совсем скоро они у нас появятся уже на сайтах. Цены на них будут достаточно демократичные. Мы уже на самом деле как год назад планировали выпускать в продажу небольшую линейку интеркулеров для BMW моторов с повышенной производительностью, но все никак не могли найти завод, который мог бы произвести действительно живые кульки, а не фольгу со сроком службы, там, я не знаю, 1 год. Делали неоднократные пробные закупки, тестировали и вот, наконец, наткнулись на исполнителя для Wagner, который, как многим известно, является одним из лидеров по данной теме. Вот мы немного подрасчехлились. Вот сейчас будем поднимать машину и снимать кулек. Добрались до ТНВД, вытаскиваем его. Сняли штатный интеркулер, и я положил его рядом с тюнячим интеркулером, чтобы вы могли его визуально сравнить. А визуально кажется, что они примерно одного и того же объема, но на самом деле это не так. Штатный у нас имеет 7,3, а тюнячий имеет 13,5 кубических сантиметров. Тюнинг интеркулера обеспечивает на 85% больше площадь охлаждения и на 90% пропускную способность, что нам позволяет увеличить надув турбины. Разница объема интеркулеров померим рулеточкой. У этого 110, а у этого получается около 13. Высота у штатного 13 сантиметров, у тюнинг интеркулера 21 сантиметр. Сняли штатный чардж-пайп и опечалились, точнее поняли, как сильно мы лоханулись, думая, что он совместим. Так как нам производитель тоже заявлял о том, что чардж-пайпы от E90, вот от этих вот, он совместим с 89-ми. Но, как мы увидели по факту, это далеко не так. Это мы могли сами перепроверить, но почему-то мы доверились производителю и встряли в не очень приятную ситуацию. Так что нам, наверное, придется просто взять этот чардж-пайп оригинальный, промыть его и поставить обратно до лучших времен, пока не найдется, соответственно, тюнинговый с усиленным корпусом под дроссель. Вот эта часть остается штатной обычно. Это обрезается и одевается вот на такие армированные гофры, шланги, как это называется, силиконовые.
Также у нас клиент попросил разобрать электромагнитные клапана и прочистить их до профилактики. Собственно, чем мы и занимаемся. Всего элементы. Собрали электромагнитные клапана, теперь мы их прокачиваем маслом с помощью плюс-минус. Сразу ставим. Итак, все работы по Z4 завершены. Установили интеркулер высокопроизводительный. Вот у нас валяется штатный. С чардж-пайпом у нас, к сожалению, произошел казус. Машина повторно придется приехать, когда у нас будет по наличию, и мы его установим. А так, в принципе, чип мотора можно использовать полноценно, прибавлять ей 50, 150 лошадей с помощью нашего GB4 жаба, так называемая. Но не нужно мотор гонять до отсечки, так как не заменен чардж-пайп. Вот здесь вот слабое место у него. Если будете давить до отсечки, то он у вас лопнет. Можно пока гонять на ней, но поаккуратней. До того момента, пока не поменяем чардж-пайп. Что мы еще сделали? Мы подкинули впускной коллектор, поменяли ТНВД, почистили по просьбе клиента также электромагнитные клапана. Ну и сделали все по фэншую. До свидания.